при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный... Евгений Пригожин – военный преступник, видео с которым делятся и противники войны в Украине, и сторонники. Мятежник, вскормленный самим Путиным. Из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. После смерти Пригожина мы узнали много подробностей о личной жизни повара Путина, о его бизнес-империи и недвижимости в Европе. Но это не все. Хроники нашли целую сеть номиналов, прикормленных аудиторов и юристов, а также полсотни компаний, о которых ранее никто не знал. Меня зовут Сергей Кагермазов, и я расскажу о схеме, с помощью которой Пригожин пытался запутать налоговую, журналистов и европейских чиновников. И покажу ранее неизвестный бизнес и недвижимость героя России. Это Пригожин, Женя. Это «Хроники Медиа». Подпишитесь на канал сейчас и досмотрите видео до конца. Начинаем. Мы изучили юрлица, с которыми Пригожины связаны официально, посмотрели на фирмы-аудиторы и даже на нотариусов, которые помогали повару проводить сделки. И вот газета Financial Times в этом году упомянула, что компании нашего ресторатора, как правило, проходят аудит в одной и той же конторе. Мы решили это проверить. Оказалось, что речь идет о компании «Акцент Аудит». Мы изучили все юрлицы, которые когда-либо проверяла эта организация. Следом мы проверили десятки материнских и дочерних компаний этих юрлиц. Стало очевидно, что несколько лет назад Пригожин реструктурировал бизнес. Предприятия, выполняющие госконтракты, перешли в собственность только что созданных акционерных обществ. В них, как правило, числится всего один сотрудник, а владельцы, которые раньше никогда не занимались бизнесом, работают в своих же конторах гендиректорами. Из отчетности этих компаний мы увидели, что часто владельцы давали им в долг от 100 тысяч до десятков миллионов рублей. Учитывая, что во время обысков силовики нашли у Пригожина 10 миллиардов рублей наличными, скорее всего, номиналы директоры такими займами гасили убытки компании деньгами из черной кассы. Почти все эти юрлица проходили аудит не только в «Акцент Аудите», но и в других конторах. Мы проверили их клиентов тоже. Нашлось еще несколько десятков похожих предприятий, на которые записывали компании с миллиардными доходами, занимающиеся бизнесом, характерным для повара, поставки еды и строительства. И это не все ниточки, которые ведут к Пригожину. Так, компании обязаны публиковать сведения об аудите в интернете, но к этой работе они могут привлекать нотариусов. Для этого изученные нами юрлица Пригожина постоянно прибегали к услугам петербургских нотариусов Анатолия Акуленко и Дианы Лакман. Их кабинет находится на Васильевском острове, в районе, где повар Путина закрепился исторически. И именно эти нотариусы занимались наследством Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Формально все эти новосозданные компании никак не связаны с Пригожинами, но, думаю, мы знаем, как семья решит эти проблемы. Мало кто обратил внимание, что в появившемся в интернете завещании предводителя наемников нет большинства юрлиц, о которых ранее писали журналисты. Это многочисленные компании, поставляющие питание в московские школы и больницы, а также в армию. Зато там написано, что сын Пригожина получает документы, по которым может стать владельцем одной из компаний отца. Так что, скорее всего, одна или несколько компаний, которые герой России завещал сыну, держит вот такие вот документы, согласно которым настоящий владелец может требовать себе доли во всех этих нашлепанных на скорую руку акционерных обществах. Давайте прикинем теперь, сколько же заработали все найденные нами организации. Да, контракты с Минобороны уже несколько лет не публикуют. Однако общая выручка и прибыль всех этих контор публична. Только за прошлый год общая выручка составила более 165 миллиардов рублей, а чистая прибыль – более 14 миллиардов рублей. Это куда больше того, о чем говорил недавно Путин. Собственник компании «Конкорд» через Военторг получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. Изначально Пригожин стал известен как ресторатор и повар Путина, затем стал главным кормильцем московских школьников и больниц. В прошлом году все найденные нами предприятия в этой сфере заработали более 45 миллиардов рублей, а прибыль составила более 3 миллиардов рублей. Аппетиты повара росли, и он пошел в строительство крупных госпроектов в Москве и Петербурге. Например, реконструировал Дом правительства России, музей Московского Кремля, здание детского медцентра управ делами президента. А в Петербурге компания Пригожина строит комплекс зданий для Верховного суда. Выручка всех найденных хрониками строительных компаний за прошлый год составила почти 9 миллиардов рублей. Прибыль более полумиллиарда. Правда, случались у Пригожина в Петербурге и неудачи. Многие его проекты погрязли в судах, согласованиях и бюрократических проволочках. Это и жилое строительство, и строительство спортивных и образовательных учреждений, строительство транспортной инфраструктуры в разных районах города и даже попытка взять в долгосрочную аренду исторические здания в центре города на Конюшенной площади. Именно из-за этих всех проектов Пригожин долго и громко боролся с властями Петербурга.
Петербурга. Победить губернатора Беглова ему тогда так и не удалось. Получилось только окончательно уничтожить репутацию музыканта Сергея Шнурова. Мы нашли 13 компаний, которые занимались этими неудавшимися проектами. Эти юрлица практически не показали никакой выручки за прошлый год, но принесли убытков на почти 9 миллионов рублей. Везде он словно ковид, по кличке Повар Божий, сготовит и расчленит, зовут его Пригожин. Еще мы нашли несколько десятков контор, которые получали деньги от Минобороны за поставки питания, строительство и обслуживание военных объектов. Про часть из них сообщали журналисты, про часть мы пишем впервые. Все юридические лица опубликованы на нашем сайте. В прошлом году, благодаря господрядам, эти компании Пригожина получили выручку в почти 110 миллиардов рублей. Прибыль составила более 5 миллиардов. Несмотря на всю кажущуюся брутальность и мощь, вся эта пригожинская и кремлевская свора боятся одного. Они боятся огласки. Поэтому поставьте лайк этому видео, поделитесь им в социальных сетях, напишите комментарий, что вы думаете обо всем этом безобразии. Ну, кроме того, у нас есть еще телеграм-канал, и на него тоже обязательно подписывайтесь. И это еще не все. Мы нашли еще один бизнес в империи Пригожина. Это склады. О складском бизнесе повара журналисты еще не писали, хотя 2 года назад представитель одной из связанных с ним компаний, Мегалайн, заявлял, что предприятие намерено построить склад в поселке Бугры в Ленобласти, граничащем с Петербургом, недалеко от Пригожинского поместья в Лахте. Там буквально полчаса на машине. Среди компаний, работавших с аудиторами и нотариусами повара, мы обнаружили компанию «Савенго Плюс». Официально в ней работают 2 человека. Компания работала с пригожинскими аудиторами и нотариусом. Эта контора владеет участками как раз в поселке Бугры в Ленинградской области. И прямо сейчас строит там склады. Также «Савенго Плюс» зарегистрировала торговый знак 100К, под которым продвигают работу этого склада. Еще есть компания «Континенталь». Ей принадлежит участок со складом в Домодедово в Московской области. Называется все это дело оригинально – 50К. И эта торговая марка зарегистрирована на упомянутое выше «Савенго Плюс». Вот такой вот наш повар был креативщик. 100-ка, 50-ка, что бы это ни значило. Интересно, что фирма «Континенталь» некоторое время назад владела петербургской гостиницей Red Stars. Позже ее переписали на дочь Пригожина Веронику. Соли маловато. Да, повар Путина еще и ательер. Про многие из его гостиниц уже писали журналисты. Но, кажется, мы нашли еще одну будущую гостиницу. Помещение это находится в центре Петербурга, в здании бывшего кинотеатра «Кристалл Палас». Владеет им созданная 3 года назад компания «Атрибут». Она точно такая же, как другие юрлица повара. Проходила аудит в пригожинской конторе, а другое в организации получала деньги. И, как обычно, официально там работает 1 человек. У Пригожина есть и целая сеть бизнес-центров. Это и нашумевший ЧВК «Вагнер-центр», на деле оказавшийся бизнес-центром «Морская столица», и М-22 напротив делового квартала Невская ратуша, где заседают городские чиновники, и Синоп, который принадлежит сыну Пригожина Павлу. Мы обнаружили, что всеми бизнес-центрами повара управляет компания «Инвесткапитал». Ее гендиректор Виктор Румянцев ранее работал директором АО «Бизнеспроф», которому сейчас принадлежит как раз бизнес-центр Синоп. Из отчетности «Бизнеспрофа» видно, что компанией владеет вдова Героя России и сын Павел. Также из отчетности следует, что когда Павлу Пригожину было всего 19 лет, он без проблем одолжил своему же «Бизнеспрофу» каких-то 2 с лишним миллиарда рублей. Скорее всего, на эти деньги и купили бизнес-центр Синоп. И есть еще один ранее неизвестный бизнес-центр в Петербурге – «Бизнес-бокс». Он находится в любимом поварском районе Лахта по адресу Лахтинский проспект, 85, корпус 3. Владелец бизнес-центра – компания «Вектор», в которой, как и положено в пригожинских конторах, работает 1 человек. Несколько лет назад «Вектор» был связан с матерью Пригожина, а сегодня частью помещений бизнес-центра управляет «Инвесткапитал», тот самый, который управляет складом Пригожина в Домодедово, а также остальными бизнес-центрами семейства Пригожиных. Ты моешь пол, я ем омара, я олигарх, ты просто шмара, я мастежу. Вообще, у сына Пригожина Павла множество предприятий недвижимости в районе Лахта, на севере Петербурга. Неподалеку находится родовое гнездо Пригожиных. Мы писали его коттеджном поселке со скромным названием «Северный Версаль». Он все еще там. Это сборище нелепых домиков в стиле чеченская барокко на берегу озера Лахтинский разлив. Соседи повара по этому поселку – авторитетные предприниматели, экстрасенсы или вот, например, даже мать замполпреда президента России. Работаем. Температура плюс 50.
Все как мы любим. Как только появилась ЧВК «Вагнер», то есть где-то с 13-14 года в бизнес-империи Пригожина появились компании в Центральноафриканской Республике, Судане и Сирии. Эти юрлицы разрабатывают месторождения нефти и драгоценных металлов и сохраняют политические режимы в этих странах. Об этом много писали как российские, так и мировые СМИ. Зачастую российские юрлицы Пригожина задействованы в этой сфере и не показывают существенную выручку или прибыль, потому что работают через компании в иностранных непрозрачных юрисдикциях. Изучая пригожинских аудиторов, мы нашли 5 таких компаний. Про каждую из них ранее уже было известно. Их прибыль за прошлый год составила более миллиарда рублей. И это только официальные цифры. Распутывая этот клубок, мы сомневались. А вдруг номиналы Пригожина никакие не номиналы, а настоящие, малоизвестные, но очень успешные предприниматели. Давайте посмотрим, кто эти таинственные люди. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других. Не волнуйтесь, дедушка. Так вы подставное лицо? Да, я зиц-председатель фунт. А это просто бюджетники. Скорее всего, они даже не догадываются, насколько богаты. Например, есть такая пригожинская контора «Авалор». Записана она на некую Татьяну Мясникевич. В собственности «Авалора» находится компания АВК, которая получила госконтрактов на сумму почти 37 миллиардов рублей на поставку питания в больницы и поликлиники Москвы. А что же Татьяна Мясникевич? Скромно трудится научным сотрудником в Высшей школе экономики и Пушкинском доме. Вообще-то я не таксист. У меня свой бизнес. Или вот акционерное общество Piper Group. Ему принадлежит компания «Пищевик», которая за прошлый год заработала более 8 миллиардов рублей, получив прибыль в более чем 500 миллиарда на поставках питания военным. Якобы владеет этим гигантом учительница физкультуры Петербургской школы номер 405 Елена Буханцева. Думаю, ученики и коллеги этой женщины сильно удивятся, когда узнают, что физрук занимается делами настолько серьезными, что даже попала под украинские санкции. Та же история с пригожинской компанией Genesis Management Development Group или GMD Group. На нее записано Global Finance. И все это принадлежит преподавателю физкультуры Петербургского госуниверситета Наталье Вагановой. Я Фома, и я не собираюсь свою планку опускать, ясно? Но вы не подумайте, руководят бизнесом не только физкультурники, но и воспитатели детского сада. Например, есть такая пригожинская компания «Мастерстрой». Она контролирует предприятие «Школьник ЮЗ», получившее госконтрактов на более чем 55 миллиардов рублей. Кто владеет «Мастерстроем»? Воспитательница Петербургского детсада номер 26 Алена Кучерова. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Попадать под санкции или в новости настоящим сотрудникам Пригожинской империи не хотелось. Вот и пришлось привлекать простых небогатых людей. И что важно, у них отчасти это получалось. Только 25 из найденных юрлиц находятся под международными санкциями. И, конечно, в первую очередь, это конторы, которые работают за рубежом. Что мы имеем? Огромная запутанная империя, взросшенная на госзаказах и записанная на людей, далеких от мира больших денег. Во главе всего этого сидел военный преступник, который даже про себя говорил: Мы все попадем в ад. Мы все попадем в ад. Очень интересно, позволит ли Кремль Пригожиным сохранить эту империю? Пока фиксируем, что госконтрактов досталось Пригожину гораздо больше, чем журналисты подсчитывали ранее. Бизнес оказался разнообразнее, чем просто кровавые дела в Африке и школьные котлеты. В ближайшем будущем мы станем свидетелями того, какая борьба развернется за наследство кровожадного ресторатора. И надеемся, что и о ней нам получится вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал. Мы делаем расследование о северо-западе России. И не забывайте про лайк и комментарий. Пока. Давай, обнимаю тебя. Ну давай, до скорого.